Народ, всем привет, меня зовут Руслан, и вы на канале Мастак. Друзья, сегодня у нас самый необычный ролик за всю историю нашего канала, потому что это ролик расследования, друзья. Я узнал, сколько же стоит на самом деле эпоксидная смола. Какова ее стоимость, друзья, никто не знает. Я очень долго копался, рылся. Забегая немножко вперед, скажу даже, что пришлось заглянуть за границы нашей любимой родины, но я узнал. Только для вас, друзья. Сегодня расскажу, сколько же мы переплачиваем за эпоксидную смолу в России. И есть ли в России кто-нибудь, кто продает ее по нормальной цене. Обо всем об этом в ролике. И я начинаю. Вперед! Итак, для начала объясню, с чего появилась идея отснять такой видеоролик. Несколько недель назад мы отсняли интересный ролик, сколько же будет стоить сделать стол из эпоксидной смолы своими руками. Я оставлю здесь подсказочку, кому будет интересно, обязательно посмотрите, потому что ролик, мне кажется, достаточно интересный. Посмотрело очень много народу. В комментариях пару человек, даже, кажется, не пару, а 4, написали, что, мол, Руслан, что за дела? Смола очень дорогая по твоим ценам. Я искал цены на таких источниках, как Авито, Яндекс, там многие поисковые сайты. И ценник, в принципе, одинаковый. 900-950 рублей. Я думал, что это нормальная цена. Я никогда не вдавался в подробности, не искал что-то подешевле, потому что даже не думал, что есть смола намного дешевле, чем 950-900 рублей за литр. Итак, мне написали: ты немножечко переплачиваешь. Множечко переплачиваешь. Думаю, что такое? Потом еще один человек. Потом мне в Инстаграме в директ написали, что это очень дорого. Думаю, ладно. Надо как-то все-таки разузнать, сколько же стоит на самом деле. Объясню сразу. Чтобы найти цену в России, себестоимость хотя бы эпоксидной смолы, нужно очень-очень извернуться, вывернуться. Надо звонить на заводы производства, чтобы узнать. На сайтах нигде не написана цена, пожалуйста, звоните, телефоны есть, сайты есть. Я подумал, что это немножко лишнее звонить на производство, уж там что-то разговаривать, потому что там будут вопросы не в литрах. Нам нужно узнать, сколько же все-таки накидывают там цену на эпоксидную смолу, а не сколько будет стоить полтонны смолы, и от этого мы не высчитаем, потому что это оптовая цена уже совсем. Я очень долго рылся и попал на одного парнишку. Он работает, получается, на производстве эпоксидной смолы. Где бы вы думали, он работает не в России абсолютно, он работает в Латвии, город Рига. Маленькое частное производство эпоксидной смолы. То есть они непосредственно производят. Я написал ему, что, есть идея снять такой ролик. Возможно, он будет кому-то полезен, интересен. Подскажи, пожалуйста, не могу найти никак. А те, кому писал в России, просто они не отвечают. Потому что не знают, либо какие-то, не знаю, просто какие-то непонятные отговорки. И, к счастью, наш маленький или большой друг из города Риги оказался очень доброжелательным и таким дружелюбным. И без проблем выложил мне все. Итак, друзья, все сырье, там компоненты, компауты, какие-то присадки, точно не буду все перечислять, потому что просто не помню. Как он мне объяснял, все это закупается в Азии. Это очень-очень дешево. И поэтому себестоимость смолы на выпуске, как только предприятие выпустило смолу, по крайней мере в Латвии, стоит 3 евро. Даже чуть меньше. Он мне говорил 2,90 там грубо говоря. 3 евро. На наши деньги переводя, это 240 рублей. Напомню, для меня самая дешевая эпоксидная смола была 900 рублей. Российских 900 рублей. Ладно. Я убедился, вроде как поговорили. Человек вроде понимает. Он мне говорил какие-то непонятные слова, которые я вообще даже не понимал. Но я думаю, ладно, бог с ним. Потом я задумался. Да что-то очень дешево. И тут на помощь пришла подписчица нашего канала. Она оставила комментарий под тем же роликом. В день, когда я уже искал всю эту информацию, она написала, что, вы не правы. Я нашла, Инстаграм. Там очень дешевая эпоксидная смола. Думаю, чем черт не шутит, залезу. Залазю в этот Инстаграм. Смотрю, эпоксидная смола 355 рублей за килограмм. И в чем интерес? Страница не фейк. Это очевидно. И она писала тоже, что это не фейковая страница. Я облазил всю страницу. Там интерес в чем? Инстаграм-страница, получается, обычная страничка. Там 307 постов. Чтобы быть точным, 307 постов. В принципе, через пост
идут ссылки на людей, которые заказывают у ребят смолу и заливают какие-то там столы, не знаю, что там, что угодно. Заливают все это. Вот результат. Ссылки на ребят. Ребята действительно занимаются эпоксидной смолой, действительно заказывают эту смолу у них там. Стало интересно, что же тут не так? Почему, если я ввожу в интернете у себя, у меня эбоксидка стоит 900, там, 1000, но не было дешевле 900, вот, честное слово. Один раз я покупал что-то там в районе 10, наверное, 15 литров, мне это обошлось там по 750, наверное, 800 рублей за килограмм. Я могу ошибаться, там, может, плюс-минус, но это все равно не 355 рублей за килограмм. Это явно, это разница в 2,5 раза. Ну, цена прыгает. Думаю, ну что ж такое-то? Опять где-то я либо ошибся, либо меня обманули. Думаю, ладно, проверю. Пишу ребятам в директ, пообщался немножечко и задал вопрос. Просил ответить мне голосовым, чтобы не просто писать, чтобы человек, так, когда слушаешь человека более подробно, ты понимаешь, либо он тебе чешет какую-то чепуху, либо он тебе говорит правду. Но мне, как по мне, по крайней мере. Конечно, можно обмануть и так, но все-таки. Я задал вопрос, и мне настолько подробно ответили, что я все-таки, наверное, поверю. Итак, друзья, на самом деле производство эбоксидной смолы не такое дорогое, как выяснилось. Ребята из города Владимир, я не буду говорить, кто это, и страницу пока что показывать не буду, потому что я решил заказать смолу, проверить ее, и только потом, если что, вдруг, если кому-то понадобится, я, естественно, укажу ссылку, подскажу. Просто так, зачем это делать? Вдруг это плохая смола. Не надо. Так вот, ребята из города Владимир, работает производство, то есть это от производства. Это не посредник, не какой-то перекуп там или какой-то там филиал какой-то компании, у которого тоже цены задраты. Это обычное производство, их Инстаграм, люди отвечают, рабочие с этого производства, получается как-то так, насколько мне объяснили. Так вот, немножечко поговорив, объяснив, что мне нужно тоже для ролика, объясните мне все-таки, сколько же стоит. Мне сказали, что в районе 200, чуть больше 200, там 230 рублей, грубо говоря. И я так понимаю, что цены сходится, то есть 3 евро, 240 рублей, одно и то же. Потом я спросил, от чего прыгает цена. Мне сказали только лишь от сырья, которое закупается либо в Европе, либо в Азии. В основном в Азии, потому что в Азии намного дешевле. И тут, в принципе, все встает на свои места. Я понимаю, что расследование у меня было не в стиле Алексея Навального, очень далеко не в стиле. Я не летал на самолете, у меня не было квадрокоптеров, друзья. Но при этом я думаю, что это очень полезная информация на самом деле. Переплата в 600-700 рублей за литр, представьте, на 3500, если это все правда, насколько я понял. То есть и у них наценка всего лишь там 110-120 рублей за литр. У них, правда, нету оптовой цены. То есть неважно, сколько ты берешь, пожалуйста. Взял 10 литров, 3500 рублей. Взял 100 литров, там 35 тысяч рублей. Но все-таки выходит, что наценка просто это грабеж, полный грабеж. Вы сможете купить 10 литров на 3500, либо купить 10 литров за 11, там 10 500 рублей. Это если какая-то там суперделовая смола с большими наклейками, чем-то таким вот прям сверхинтересным. Также, кстати, у них есть красители, там много всего интересного. Опять же, я не собираюсь говорить, что, где, как. Проверю сам, потом, если кому-то будет интересно, скажу. Итак, мы выяснили, друзья, к чему все это шло. К чему все это шло? Эпоксидная смола, себестоимость эпоксидной смолы 240 рублей в среднем, плюс-минус. Как мне объяснили, все прыгает от евро и доллара. То есть, если евро-доллар подскакивают наверх, естественно, сырье тоже дорожает. Если доллар меньше с евро, естественно, сырье дешевле. Закупается все это в Азии, везет все это задарма в Россию, все это делается из этого. Также мне сказали, что сильно гигантской разницы между ювелирной эбоксидной смолой и обычной эбоксидной смолой, прям такой разницы, что прям переплачивать сильно, опять же, нету. Перед тем, как снимать ролик, я проверил в Яндексе, в Яндекс.Магазин, или как там, в Яндексе вы вводите, там покупки эти верхние. Мне выпал магазин, не буду говорить какой, там очень много эпоксидных смол. И разница между обычной эпоксидной смолой для заливки столов
и ювелирной эпоксидной смолой 650 рублей. Честно, не знаю, я пользовался и той, и той. Конечно, ювелирная чуть-чуть почище, но с другой стороны, если аккуратно обращаться с обычной эпоксидной смолой, я не видел таких прям каких-то помутнений или чего-то такого. Не было. Я заливал и обычную эпоксидную смолу, не было. Чистая эпоксидная смола. Может быть, конечно, какой-то там кристаллизатор проверяет, если у вас в глазах есть такие штуки, может быть. Вы увидите какую-то разницу. Я не вижу никакой разницы. Ну и разница в 650 рублей явно виднее, чем чистота эпоксидной смолы. Но это дело каждого. Я исключительно свою точку зрения высказываю. Друзья, давайте я подведу небольшой итог. Потому что очень много воды, я понимаю, очень много лью, очень много рассказываю. Все-таки... По итогу, очень сильно дурит, конечно, очень большая наценка. Если вдруг смола будет соответствовать качеству, и все будет хорошо, красители будут хорошие, возможно, я куплю побольше, возможно, как-то мы это дело разыграем в Инстаграме, возможно, не разыграем, да хрен мы разыграем, ни хрена мы не разыграем, короче. Вот, закажу, проверю, посмотрим. Если она хорошая, естественно, я сниму коротенький ролик об этом. Я очень люблю поболтать, поэтому я немножко очень много воды лью. Извините, пожалуйста. Так, проверим, сниму небольшой ролик. Если это хорошая смола, действительно, всем, кому надо будет, естественно, скину ссылку на этих ребят. Доставка у них платная, но я думаю, в принципе, если заказывать даже там, да хоть литр, все равно дешевле будет в любом случае. Потому что если вы даже в своем городе будете заказывать, например, я в Москве, если мне заказывать смолу, даже вот в пределах МКАДа, это стоит 450 рублей. Я думаю, по России доставка примерно такая же, наверное, с деком каким-нибудь, наверное, не знаю. Так вот, по итогу. С ценником разобрались, со смолой разобрались. Это надо будет уточнить. Но я думаю, раз мнение сходится, и в принципе, если ребята говорят, что это у них производство, они напрямую продают, возможно, я думаю, что эта информация верна. Так, теперь по... ну мы все обсудили, друзья. Что я продолжаю? Подождите, стоп, все правильно. Друзья, теперь скажу сразу. Надо подписаться на этот канал. Друзья, будет много интересной, полезной информации. Будем делать много интересных вещей, изделий, всяких изобретений. Но постараемся, по крайней мере, мы пытаемся все это совмещать с работой. Еще, извините, пожалуйста, мы же все-таки не какие-то великие блогеры, чтобы зарабатывать на этом. Мы делаем это просто для интереса какого-то. Ну и, возможно, если нам повезет, конечно же, что-то с этого и поиметь. Ну да ладно. Мы совмещаем это с работой, пытаемся по возможности выпускать ролики интересные. Опять же, мы пытаемся что-то интересное подбирать, что-то полезное подбирать. Обязательно лайкайте. Лайк. Это просто обязательно. Напишите в комментариях, какой я говнюк, потому что я очень затягиваю ролик. Не надо, конечно, писать, потому что я думаю, ролик полезный. Я не видел такого ролика еще. Напишите в комментариях, за сколько вы покупаете эпоксидную смолу. Потому что, ну, действительно, я, честное слово, я покупал всегда смолу не дешевле, чем 900 рублей за литр. Такого не было. И мне сейчас очень обидно. 2 года прошли впустую. Также подписывайтесь на Инстаграм, ссылки будут внизу. Подписывайтесь. Мы будем скоро выкладывать много всего. Скоро переезжаем в другое помещение. Будет интересно. Постараемся снимать какие-то большие, может быть, интересные работы. Все со временем, друзья. Но если вы не подпишетесь, то пропустите все это. И обязательно поставьте колокольчик, потому что, ну мало ли выйдет что-то интересное. Я понимаю, что шанс мизерный, но мало ли интересное что-то. Всем пока!